Друзьяки, смотрите, что я вам сегодня покажу. Это TerraMaster для дома, NAS сервер на два слота с гигабитным портом. И все это действие, кстати, стоит до $200. Вы себе могли представить, что можно купить NAS достаточно крутого уровня, с хорошей операционной системой, TOS 5.1, на секундочку, на ARM Pro за цену меньше, чем $200. Так вот, сегодня я вам этот TerraMaster презентую и сделаем обзор на канале Технозон. Поехали. Ну, TerraMaster я пока свой отставляю, мы его потом поближе глянем, как туда монтируются диски, конечно же, комплектацию, это все мелочи. Для начала мы посмотрим, что у нас заявляется производитель. А заявляется он, что это TerraMaster F2 212 2 бэя для домашнего использования. Ну, давайте мы будем использовать на английском языке, я буду основные моменты вам переводить. Это у нас апдейт предыдущей версии F2 210 с процессором ARM V8 Cortex A55, 64 бита, 4 ядра по 1,7 ГГц. С FPU, короче, с 1 гигабайтом DDR4. Это очень нормально для NAS домашнего уровня, это более чем достаточно. Дело в том, что он может энкодировать 4К видео, и они об этом не стесняются заявлять, потому что он это действительно может. Новая операционка, наконец-то они сделали TOS 5 под ARM процессоры, и вы посмотрите, она очень сильно напоминает что-то из решений по типу Synology и тому подобного. Поддерживает максимально 44 терабайта. Два жестких дисках по 22 терабайта. Вы можете туда запилить и SSD диски. А еще я вам потом покажу уже в самом обзоре TOS, что здесь можно подключить USB диски и делать из них гиперкэш из USB дисков, на секундочку, и делать свопы, хотспейеры, короче, очень классная тема. Поэтому действительно достойный за такие деньги NAS. Сейчас мы посмотрим, сколько он стоит. Есть поддержка мультимедиа с сервера, очень можно свободно вынимать диски, тоже рассмотрим, по 22 терабайта, хорошо, что показываете. Конечно же, есть поддержка AFP, SMP, FTP, WebDAV, тут кроссплатформенные решения, все они молодцы, это они решили хорошо. Что вы напишите нам то, чего нет в других NAS? Ну, приложение мы рассмотрим отдельно. Так, TNAS, ассистент. Кстати, я в этом обзоре вам не покажу, но дело в том, что вы можете получить доступ с вашего мобильного телефона, то есть TerraMaster мобильный клиент, вообще не вопрос. Но это мы уже с вами обозревали в более старшей версии. Здесь мы просто его тестируем, и я вам покажу, что он умеет. Так, очень простая инсталляция, все красиво показали. Давайте спецификации-то глянем. Мне интересно, какие рейды он поддерживает. Да, есть. Смотрите, ARM V8 Cortex, 1 гигабайт, поддержка 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD и 2.5 SATA SSD, максимально 44 терабайта на 2. Внутренние диски поддерживают BTRFS и X4 файловые системы, внешние поддерживаются X3, X4, NTFS, FAT32 и HFS. У нас есть 1 гигабайтный LAN RJ45, ну и в принципе все, что... И, кстати, потребляет 40 ватт. 40 ватт, как гребаная лампочка 40-ваттная. То есть это вообще отлично. Ну, тут, в принципе, нам больше смотреть нечего. Поддерживает, смотрите, поддерживает T-RAID, Single, GBOD, RAID 0 и RAID 1. В принципе, для двухдисковой системы вот так вот, для домашнего пользования. Ну, можем еще посмотреть, что тут можем посмотреть. Да, в принципе, уже тут и смотреть нечего. Само собой, эти все цифры SMB, это мы все увидим с вами уже внутри, когда я буду рассматривать. Единственное, чего нет украинского языка, для меня это немножечко было обидно. Сколько же стоит? Я смотрел на Алиэкспрессе, стоит он $179. Вообще, я все ссылки на то, что найду, более-менее вменяемое, я размещу в описании под видео, можете заказывать. Если кому-то будет интересен такой вариант использования домашнего сервера. Вообще, TerraMaster растут очень и очень сильно, очень сильно. Очень порадовало наличие Plex сервера, Embis сервера, мультимедиа сервера. Мне
и стабильность работы. Короче, переходим, посмотрим, как монтируются диски, посмотрим его вблизи, вообще повертим. А дальше уже с вами будем обозревать и делать выводы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, мы получаем развитие благодаря вашим подпискам. Даже если вы меня не смотрите на постоянную основу, он вам не будет вываливаться, просто подпишитесь. Ну, поехали. Ну, смотрите, у нас есть вот такой вот блок питания. Смотрим. Максимально он 48 ватт у нас держит. В принципе, нормально. Честно говорю, нормально. Из того, что у нас в комплекте в коробке еще есть вот такой вот LAN RJ45 кабель. Есть набор крепежных элементов и есть надписи для HDD. То есть вы подписываете HDD и клеите просто-напросто на салазку. Сейчас посмотрим на сами салазки, на то, как это все сделано. Сам по себе NAS. Везде мы видим диффузоры охлаждения. Все нормально. Здесь сзади, смотрите, как у нас выглядит доставание этого всего дела. Вот вы видите на боковушечке. Салазка можно без винтовое крепление, то есть просто снимаются такие штуки с винтами и снимается сам по себе жесткий диск. Все. Это все, что нужно. Если вам нужно разместить SSD диск, то вот, пожалуйста, у нас есть 4 крепления. Просто прикручиваете и крепится SSD-шничек. Тут как бы вообще вопросов нет. Кстати, SSD будет, конечно, предпочтительнее сюда ставить. Во-первых, тише. Во-вторых, потребление питания намного меньше. Вот, пожалуйста. Все монтируется очень-очень просто. Смотрите. Раз, два. И вот также у нас... Ну, давайте на эту камеру покажу. Вот также и второй диск. Вот изнутри у нас есть... Вот у нас два диска. Сзади у нас с вами есть USB 3, USB 2, LAN RJ45 на 1000 мегабит и вентилятор. Просто открутим. Так, вскрываем крышку. Ну... Честно говоря, была надежда на то, что память можно расширять. Нет, память у нас распаяна на плате, а внешних модулей памяти нет. Поэтому собираем все это действие и закручиваем. Ну, в принципе, все. Вы увидели, как это все дело вставляется, крепится. Тут как бы у меня вопросов нет. И, кстати, горячая замена тоже поддерживается не той стороной. Таким вот образом. Все. Можно брать, включать и тестировать. Друзья, TOS 5.1 на ARM. На ARM TOS 5.1. Вы видели вот этого собакина? Обожаю его, конечно, TerraMaster и красавцы. Начнем с простых каких-то настроек пользователя, которые у нас есть. Мы можем сделать, во-первых, на весь экран это все действие. Во-вторых, пойдем посмотрим, можно ли у нас здесь менять язык именно здесь, в этом. Ну, здесь нет, к сожалению. Ну да ладно, то такое дело. Но десктопы менять можно. Смотрите, сам по себе интерфейс пользователя — это как рабочий стол операционной системы. В принципе, все так же, как у Synology, как у старых TerraMaster'ов, как у то есть, как практически у всех нормальных NAS. Вы здесь видите у меня ряд установленных приложений, из которых следует отметить Transmission, Terraform, Photo, Multimedia Server, Plex Media Server. Все-таки этот NAS, он двухбейный и, в принципе, позиционируется как домашнее использование. Сразу говорю, то есть я покажу кое-что, есть Docker Manager, через который у меня запущены кое-какие контейнеры. Я его только запустил, и сейчас увидите, что у меня здесь стоит. Из имиджей я здесь загрузил TorServe и загрузил OpenVPN. В принципе, вы можете их поднять, вообще не вопрос. Через Docker Manager. Вот они у меня оба запущены. Да бога ради, только-только запустил. Загрузил только что NAS для обзора.
Вообще для тех, кто умеет работать с докером и с Linux системами, в принципе, это вообще никаких вопросов. Но для тех, кто вообще ничего не может делать, данный NAS, данная операционная система представляет огромное количество каких-то классных моментов. Во-первых, вы можете создать просто VPN-сервер через различные моменты, через предустановленное приложение. Например, тут есть у нас и OpenVPN, и PPTP, и L2TP, IPsec. То есть вы можете здесь это все делать сами из внутреннего локальной сети. Также у нас есть веб-сервер, который я установил, и это в принципе для тех, кто хочет хостить веб-сервера на своем NAS. В принципе, какой-то небольшой сайт-визитка вы можете сюда повесить на гигабитный порт, будет очень даже ничего. Ну, веб-сервер — это отдельная тема, мы все-таки разбираем его мультимедийность. Если говорить о каких-то настройках мультимедийности, мы перейдем чуть позже, и о том, что у нас здесь вообще есть. Есть, конечно же, файл-менеджер обыкновенный, который позволяет управлять всеми дисками. У меня здесь загружены тестовые файлы, также я подключил USB-диск специально. На текущий момент вот он тоже есть, для того, чтобы мы потом его через Samba-сервер проверили скорость чтения через USB. Есть у нас App-центр. Давайте посмотрим все, которые на текущий момент есть под этот ARM на TOS 5.1, потому что на ARM и на x86 платформу абсолютно разные будут пакеты. Здесь у нас есть Aumei Backup, есть Apache Tomcat, Aria 2, Cloud Sync есть, это имеется в виду синхронизация в облаке, различные бэкап-приложения, Fresh RSS, но это нам не интересно, DDNS, Jumia есть, это хорошо, мультимедиа-сервер, Mantis, MyBB, MyWebSQL, можно WebSQL поднять, то есть если вы поднимаете веб-сервер свой, то еще и можете поднять MyWebSQL, Snapshot, TFM Backup, USB Copy. Вот самое классное здесь, что мне нравится, USB Copy это понятно, это просто-напросто бэкапер обыкновенный. Вот TerraPhotos вообще классная тема, это с искусственным интеллектом, я уже в одном из обзоров TerraMaster'ов показывал это все дело. VPN-сервер, Virtual HEA позволяет нам, знаете, что делать? USB-девайсы использовать как локальные диски, просто виртуализирует этот весь процесс. eFinder, потом что у нас, Elephant Drive есть, MB сервер есть, SCSI Manager, Go, iTunes сервер, что немаловажно, есть Java Virtual Machine, тоже, кстати, туда к веб-разработкам отлично, да, в принципе, к любым разработкам. Node есть, PHP BB, MariaDB, MongoDB, PHP MyAdmin, но это больше не для домашнего, конечно, пользования. И тут уже добрались. Есть Plex Media Server и Transmission. Transmission — это обыкновенная торрент-качалка, сами понимаете. Тоже показывать, как я что-то качаю, не буду, потому что можем напороться на неприятности. Это будет очень-очень плохо. Но при этом здесь это поддерживается. Ну и, конечно же, Plex Media Server вместе с Multimedia Server делает для нас очень классные вещи. Вы можете устанавливать пакеты самостоятельно. В принципе, вот это AirSync Backup. Не то чуть-чуть я сделал. Вот, вы можете устанавливать пакеты самостоятельно, если они у вас есть. В принципе, если мы зайдем в контрольную панель, у нас здесь есть различные варианты настройки. Смотрите, классная тема. Смотрите. Порты. У нас есть... Давайте начнем конкретно с обзора. Это TNAS 200E, модель F2-212, загрузка на текущий момент 27%. Это у нас 37% память, 1% CPU. Кстати, CPU достаточно мощный. Realtek 1619 очень неплохая платформа. Есть Fan Speed, есть даже температура и CPU, и HDD 47 градусов 36. Он очень-очень тихий. Кстати, очень тихий. Ну и тут у нас есть аппликации, которые установлены. Это такой предобзор. Есть ресурс-монитор, более детальный. Ну, тут смотреть нечего, потому что он не перегружается практически. У него действительно для домашнего использования более чем достаточная мощность. Даже несмотря на то, что у него 1 гигабайт оперативной памяти. Запущенный сейчас процессор у меня Samba, NFS. Есть у нас протоколы FTPS, FTP, Rsync, SSH, Telnet, WebDAV и WebDAV HTTPS. Мы можем промониторить с вами процессы, которые есть, посмотреть онлайн пользователей, порты и системную информацию. В принципе, такая себе контрольная панель базовая есть. Но если говорить о полных настройках, то тут, конечно, есть огромное количество. Есть домены LDAP, есть управление теми самыми аппликациями, есть управление пользователями, есть управление пользовательскими группами, зашаренными папками, которые на текущий момент есть. Ну, домен LDAP мы уже поняли. И знаете, что такое Remote Folder? Вы можете сюда замонтировать
удаленную Samba папку или NFS папку. Ну вот, например, я вам объясняю, у вас на компе, например, расшарена папка, и вы можете зайти в SMB folder, нажать Mount, прописать сюда пути, и он ее замонтирует сюда. Это в принципе очень хорошо для того, чтобы вы могли бэкапить прямо с вашего компа. Ну или в случае, если я использую, например, ТВ-боксы компании Yugus, там можно создать свой Samba сервер, подключить к нему и прям вот здесь замонтировать эту Samba папку, и у вас будет такое взаимодействие через нас. Но это такие уже сложные структуры, честно говоря, хотя некоторые пользуются, видел лично. Теперь в плане сети у нас есть сам по себе интерфейс, у нас LAN 1, он гигабитный, тут как бы рассчитывать особо не стоит. Вот, у нас, видите, ширина канала 1 гигабит. Wi-Fi нет, USB адаптера Wi-Fi, хотя он пишет, что он поддерживает USB Wi-Fi, не знаю, я бы, честно говоря, на Wi-Fi такие штуки не ставил, хотя на Wi-Fi облегчит очень много дел именно в домашнем варианте. Samba, IFP, FTP, NFS, AirSync, WebDAV, это все тоже поддерживается. При этом FTP поддерживается SFTP в том числе, и вот NFS это очень быстрый протокол, и если, допустим, ваше устройство поддерживает NFS, в том числе Yugus, например, то вы сможете прям фильмы смотреть на лету, там очень действительно быстро. Конечно, есть поддержка терминалов и SNP, мы можем активировать UPnP, это знаете, как UPnP Discovery, это UPnP сервис для того, чтобы вы могли шарить с другими UPnP девайсами в локальной сети. Это, кстати, классная тема, давайте ее активируем. Media Index. Это оно индексирует просто-напросто те папки, видео, фото, которые у нас есть. То есть, в принципе, это индексация. Теперь Storage Manager. Прикольная тема в том плане, что здесь работа с дисками очень упрощена. В моем случае я создал один пул из 2 дисков с файловой системой BTRFS. На текущий момент, видите, у меня вот он пул в RAID 0. Поддерживается, мы уже с вами обсуждали, что там поддерживается. У меня 2 диска по 500, которые он объединил в один пул. Вот сами диски, вы можете посмотреть на их состояние. Сейчас они в хорошем состоянии. Есть у нас виртуальный диск, который мы можем создать с iSCSI IP, то есть в принципе можно сделать. Есть USB диск. Давайте посмотрим, вот он. Есть у нас hot spare, который мы можем сделать, например, из нашего USB диска. Такой резервный диск. И гиперкэш смотрите, мы тоже гиперкэш можем сделать из нашего USB диска. То есть он позволяет, вот в отличие от синов, если делать гиперкэш, то это обязательно M2, NVMe диски, которые там прошли проверку. Здесь ты можешь делать гиперкэш, hotspare, из чего хочешь вообще. У нас остается посмотреть различные какие-то моменты общие. У нас есть апдейты. Язык мы сразу сейчас с вами выберем. Здесь есть русский язык. К сожалению, украинского нет. Мне как украинцу немножко обидно. Перевели его на русский язык. Теперь оборудование питания. Автоматически регулировать скорость в зависимости от температуры. Это вентилятор. У нас возможен зумер. Зумер это если у нас деградировал RAID, загрузка системы у нас превышена, завершение работы системы или жесткий диск перегрет. Жесткий диск в спящем режиме через 30 минут можно включить. Есть у нас настройки питания. У нас есть поддержка Wake on LAN. Классная тема. Это когда через сеть можно будить. К тому же у нас автоматическое включение в случае сбоя сети будет включаться автоматически после возобновления питания. И можно делать задания запланированные. Также у нас, видите, можно включить поддержку упсов. То есть это значит, что когда вы подключаете его к КБП через определенный интерфейс, у нас получается ситуация, что если пропадает питание, он получает уровень заряда, завершает все службы, сохраняет данные и выключается. Дела по расписанию можем создать. Здесь активные запланированные задачи, очистить корзину, отключить приложение службы. Все это можно делать по расписанию. Есть центр уведомлений. По безопасности у нас, знаете что, здесь есть сертификаты, BrandMauer. Можно создать сейчас по BrandMauer. Мы можем блокировать различные протоколы и порты. Есть учетная запись управления, защита от DOS-атак. И включить режим изоляции безопасности. Это особый режим безопасности, который блокирует соединение между TNAS и интернетом. То есть классная тема, тоже такой вариант защиты. Это если он у вас работает в локальной сети. Ну и последнее у нас тут тоже активные пользователи, мониторинг ресурсов. Мы это с вами уже рассмотрели.
Вернемся на главный экран. Давайте это все позакрываем. И посмотрим, что у нас здесь есть еще. Мы устанавливали кучу приложений. Если говорить о мультимедиа, то само собой сюда входит группа приложений типа Multimedia Server, Plex Media Server, Transmission, ну и TerraPhotos, работа с фото. В отличие от TerraMaster, который мы до этого обозревали, здесь пока что нет поддержки стримера, потому что его не переделали приложение под TOS 5.1 под ARM. Но стример будет, обещают. Смотрите, по мультимедиа серверу. Тут все в принципе понятно, и вы просто загружаете, смотрите, просто загружаете ваши файлы в папку медиа, там фильмы. Вы можете разрешить перекодирование аудио. Ну, например, здесь есть поддержка FLAC, есть ALAC, OGG, AIF, и можно разрешить перекодирование видео, позволяет проигрывать и переводить следующие, вероятно, неподдерживаемые форматы. Ну, здесь форматы. Разрешить перекодирование видео в 4К, конвертировать видео 4К в 1080p для лучшей совместимости. Это если у вас, ну, по сути, есть какие-то варианты, и ограничить доступ к устройствам UPnP. Сейчас я перейду на свой TV-бокс, покажу, как это работает. Перед этим покажу Plex Media Server. Он тоже здесь установлен. Вот, пожалуйста, у меня есть TNAS, на нем загружены кое-какие тестовые ролики. Я могу перейти в настройки этого самого TNAS. Вот он, пожалуйста. Но о том, как он работает, мы тоже сделаем с вами сейчас выводы. Переходим. У меня есть окно терминала на втором экране. Это у меня подключен Xiaomi Mi TV Box второго поколения. И здесь, ну, даже элементарно загрузив какой-нибудь плеер с поддержкой UPnP, смотрите, мы заходим там VLC плеер, идем в сетевые, ну, локальная сеть у меня здесь есть, и он видит и Samba протокол TNAS, есть у нас протокол, ну, знаете, как я включил UPnP и для Plex, и есть UPnP, который создал сам NAS, то есть это так называемый DLNA сервер. Ну, давайте мы пойдем сейчас и протестируем. Я специально, знаете, что сделал? Я создал, для того, чтобы мы ничего не мылили, я создал два тестовых файла. Один из них 8К 24 200 Mbps. Объясню, Xiaomi Mi TV Stick 4K может декодировать 8К файлы, поэтому я запускаю сейчас 8К через UPnP. И вот, пожалуйста, он просто-напросто заработал. Но это 24 кадра, тут уже будет зависеть от приемника, от устройства приемника, но с UPnP сервера он работает. То же самое можно сделать, ну, например, там с Plex, сейчас, вот он, с Plex DLNA. То же самое я могу сделать, я могу пойти в видео, и там у меня кое-какие фильмы есть. Ой, давайте все включим. Ну, то же самое 8К24 через Plex DLNA. Вот, Plex DLNA, пожалуйста, тоже его запилил в прямой проброс. То есть я говорю, что вы можете тут смотреть какие-то фильмы. Ну, не какие-то, любые, в принципе, это своем. Но если мы с вами еще хотим чистый Plex, то, конечно же, приложение Plex видит этот весь сервер, который установлен на TNAS через интернет, даже через удаленное пользование, возможно. То есть давайте загрузим Plex. И вот, пожалуйста, мы сейчас на Plex все с теми же, вот то же самое видео. Я запущу сейчас тестовый фильм. Прошу не ругать. Конечно же, он при поддержке вашим устройством, ну здесь HDR преобразование, при поддержке вашим устройством HDR, либо Dolby Vision, если там исходные файлы в HDR или Dolby Vision. Вот, пожалуйста, 4К 60 FPS. Это тестовый фильм на 70 гигов. Он без проблем пошел. Можем пускай чуть-чуть поиграть, для того, чтобы вы понимали, что здесь как бы у меня вопросов-то нет. Если есть HDR и Dolby Vision, то в принципе будет это все дело работать. Хотя я через Plex не очень люблю, я смотрю через UPnP, через чистое. Ну давайте перемотаем чуть-чуть. Вот, пожалуйста, мы чуть перемотали, и фильм у нас продолжит свою работу. Ну, сами понимаете, что такое Plex. Plex — это каталогизатор видео. Можете посмотреть наш обзор на этот самый Plex. Уходим с TV-бокса, возвращаемся на наш TOS. У нас остается еще проверить его быстродействие, ну, например, в плане Samba. Да, это мы удаляем нафиг. В плане Samba протокола. Смотрим. Видите, у меня сейчас подключена папка на TOS TNAS 200E Technozone. Я сейчас скопирую, ну, какой-нибудь, давайте там гиговый файл. Копируем. И получаем с вами 100
109 мегабайт в секунду. Чтобы вы понимали, ну в пике 109 мегабайт, чтобы вы понимали, это все ограничено 1 гигабитом. Мегабайт в секунду, это значит, что это надо умножать на 8, 109 умножаем на 8, это 872 мегабита. Не путайте мегабайты в секунду с мегабитами в секунду. И здесь, в принципе, меня все устраивает. Также хочу подключить свой USB диск, который там идет как папка USB Share в качестве в качестве папки с NAS сервера и что-нибудь скопировать с нее, для того, чтобы у нас было понимание, скорость копирования через USB диск. Там у нас подключен, ну давайте тот же самый файл, где он там. Там у нас подключен SSD M2 NVMe диск на таком себе переходнике. Да, заменить файлы. И там мы получаем 110-111. То есть, ну так как у нас здесь жесткие диски, они, во-первых, не такие быстрые, не такие стабильные, тут все намного интереснее. То есть я не заметил скорости, я получил максимальную скорость. То есть ваш USB диск будет работать на скорости максимально допустимой для LAN RJ45 в 1000 мегабит. Из того, что мы можем здесь еще использовать именно в таком варианте для домашнего пользования, конечно же, TerraPhotos. Это шикарнейшая штука, это просто невероятная вещь. И вот, пожалуйста, я загрузил. Здесь есть личное пространство, есть публичное. Вы можете шарить эти фотки. Здесь есть у нас и видео. В том числе он может управлять этими самыми видео. Можем тот же самый 8К. Блин, зачем я 8К? Это было зря. Знаете, что это было? Дело в том, что я сейчас проигрываю в браузере на Intel, который 8К, 60 FPS, 300 Mbps. Точно не проиграет. Вот просто не проиграет. Сейчас попробуем что-то поменьше. Ну, сможет 200 Mbps. Нет, тут сам по себе именно проц, у меня сам по себе комп не справится. И вот, пожалуйста, мои фото в TerraPhoto, и если включить там, допустим, распознавание искусственного интеллекта, то он еще их рассортирует по людям. Я, в принципе, этим не занимался. Я не храню такое количество фоток, как, допустим, другие люди хранят. Поэтому такая штука, она действительно будет кому-то полезна. В принципе, на этом все. У меня по этому TOS 5.1, по 220-му, ну, по нашему TerraMaster, который вот вы перед собой видите. Очень неплохой NAS, и переходим, резюмируем. В качестве выводов скажу, за эти деньги найти конкурента вот этому домашнему серверу будет очень и очень тяжело. А он действительно достойный. Хотелось бы немножко больше памяти, но для домашнего использования вам более чем хватит. Мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.